Вчера на встрече в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отчитал Владимира Путина. Никак иначе это не опишешь. Во-первых, Токаев, сидя рядом с Путиным, сказал, что война России с Украиной – это война двух государств, а никакая не гражданская, на чем всю дорогу настаивает российская пропаганда. Во-вторых, что гораздо более важно для нашего разговора, Токаев заявил, что у войны этой нет ни причины, ни реального повода. Что до сих пор никто не может понять, почему она вообще началась и идет. Никто, кажется, до сих пор настолько внятно не говорил в глаза Путину, что на 5-й уже год войны тот так и не сформулировал, за каким чертом ее начал. Но, с другой стороны, есть такой момент, где возможность как поставить на заморозку все это дело. Это пробированная в международной практике ситуация, прием. Только жалко, конечно, молодые люди гибнут в этом кинофильме братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства. В очень короткой реплике Токаев сказал столько, что в России хватило бы на 10-летний срок колонии. Тут характерно, что нотация от президента Казахстана прозвучала в момент, когда один за другим горят склады Wildberries. Очевидная истина. Путин начал войну, которая не просто была России совершенно не нужна. Путин начал и продолжает войну, которую Россия не может себе позволить. Россия в высшей степени технологичная страна. Мы очень хорошо умеем строить эффективные масштабные структуры. Wildberries, Озон, Яндекс, тому живые доказательства. Наш IT-сектор, наша сетевая торговля действительно уникальное явление для большей части мира. Но есть такой закон природы. Эффективность и устойчивость почти всегда отрицают друг друга. Например, гепард. В высшей степени эффективный хищник. Он может разгоняться свыше 100 км в час. Эволюция довела его до совершенства. Но оборотная сторона его совершенства – почти полная беззащитность. Его суставы и кости настолько хрупкие, что он не может себе позволить драку. Гиены легко отгоняют его от добычи, потому что любая драка для гепарда чревата переломом, а перелом – голодом и смертью. Или вот пример из техники и технологий. Современные двигатели чрезвычайно эффективны. Инженеры научились из 1,5 литров объема выжимать по 200 лошадиных сил. Но при этом у них высокие требования к топливу, например, и обслуживанию. Современному дизелю станет очень нехорошо от солярки для тепловоза. Его не отремонтируешь с помощью кувалды и такой-то матери. Он не ходит по 1 000 000 километров. И ровно то же самое в экономике. Передовая экономика может достигнуть выдающейся эффективности и устойчивости к экономическим рискам, но совершенно не может противостоять физическому уничтожению. Сейчас подробнее в этом всем разберемся. Сначала напомню, по ссылке в описании доступен наш гайд, как обойти блокировки интернета. А если вы просто ищете себе выгодный VPN-сервис, обратите внимание на VPN Liberty. У него сейчас акция 30 дней бесплатно, без привязки карты. Как была устроена торговля в 90-е нулевые? В те времена, которые некоторые наши зрители толком и не застали. Когда мы все покупали продукты не в Магните и не в Пятерочке, а в магазине «Продукты на углу». Я вот тоже так покупал, на углу Бачвара и Гамалеи. Приобретали бытовую технику не на Яндекс.Маркете или в М-Видео, а в местечке под названием типа «Технолюкс», когда вся одежда продавалась в салоне моды «Светлана» или, незамысловато, в магазине «Одежда». В те времена торговля выглядела так. Была масса производителей – колхозы, птицефабрики, хладокомбинаты, текстильные и швейные производства, молочные цеха. Были посредники, которые концентрировали у себя товар. Более и менее крупные оптовики со складами, холодильными установками, овощебазами и так далее. Система эта была страшно неэффективна. Огромное количество производителей и огромное количество магазинов были связаны между собой длинной цепочкой посредников, между которыми товары перемещались, пересобирались, разбивались на мелкие партии, переупаковывались. Логистический вклад в конечную цену, таким образом, выходил запредельно. Но как иначе? Маленький магазин возле дома не может купить целую палету бумажных салфеток. Он будет продавать ее полгода. Фура салфеток поедет сначала к крупному оптовику. Там ее разгрузят, и палета салфеток отправится к оптовику поменьше, где будет разобрана на отдельные коробки.
Коробки эти отправятся к дистрибьютору еще меньше, который для нашего магазина сделает сборную солянку. 1 коробка салфеток, 2 зубной пасты, стирального порошка и туалетного освежителя. Все это делали руками люди, которые получали зарплату, перемещались на маленьких фургонах, которые надо было заправлять и обслуживать. На каждом отрезке пути конкретные коробки салфеток в конкретный магазин какой-то посредник получал свои деньги. Это было крайне неэффективно. Но у такой неэффективности есть неожиданное преимущество. Децентрализованная торговля практически неуязвима. У нее нет критических узлов. Противник может, конечно, бить по складам и овощебазам. Но в любом райцентре десятки складов и овощебаз, как минимум. Десятки компаний занимаются посреднической торговлей, разбивают крупный опт на мелкий, зарабатывают на сборных заказах. Если сгорит склад ООО «Ромашка», пострадает владелец ООО «Ромашка». А магазины закажут то же самое у ИП Иванова. Склад в 200 квадратных метров, если таких в каждом регионе по 1000 штук, не стоит даже упавшего на него беспилотника. Нанести существенный ущерб системе, где все существует по отдельности, производители, посредники, магазины, попросту невозможно. Ну, раздолбаешь ты десяток крошечных складов. Так еще 20 предпринимателей арендуют площади и будут заниматься тем же самым. Магазин, который может себе позволить заказать только 1 коробку салфеток и на каждой пачке должен заработать так, чтобы это имело смысл, очень плохой магазин с точки зрения покупателя. Потому что покупатель там оплачивает массу лишних издержек. Но такая распределенная система крайне устойчива в контексте военных атак. Сетевая же торговля, причем неважно, офлайновая, как Магнит или X5, онлайновая, как Wildberries или Озон, это в первую очередь большие логистические компании. Неважно, как именно товар попадет в руки покупателя, возьмет тот его с полки магазина, примет от курьера или придет в пункт выдачи заказов. Главный компонент современных продаж не витрина в любых ее формах. Главный компонент – огромные логистические центры, каждый из которых стоит десятки миллионов долларов. Такие цифры, я их не проверял, то Чубайс сказал, что большие глобальные корпорации за последние 10 лет в США произвели минус 4 миллиона рабочих мест, а весь малый бизнес плюс 26 миллионов рабочих мест. Вот это наша фишка на малом бизнесе, она немного смешна. Почему? То есть минус 4 миллиона. Потому как у нас вот все на малый бизнес. Это глупости. Половину отраслей не могут жить в малом бизнесе. Как розничная торговля может быть в малом бизнесе? Это по определению бизнес крупных ребят. Потому что должны быть логистические центры, каждый из которых стоит 50-60 миллионов. Должна быть большая транспортная инфраструктура и так далее, и так далее. Именно этот компонент позволил сетевой торговле выкинуть с рынка малый и средний торговый бизнес, оставив ему лишь маргинальный загончик. Вереницы фур, везущих товар напрямую от производителя по долгосрочным контрактам в распределительные центры, каждый из которых может обслуживать целый регион, строгая стандартизация, единый ассортимент у тысяч магазинов одной сети, гигантские объемы закупок, собственный автопарк, регулярные маршруты развозки – все это делает сетевую торговлю невероятно эффективной. Но платой за такую эффективность становится уязвимость к воздушным атакам. Любая федеральная сеть, офлайновая или онлайновая, это несколько десятков огромных, сложных и дорогостоящих логистических центров. Сейчас мы своими глазами видим, как легко такой бизнес выводится из строя. Уничтожение одного склада Wildberries оценивается отраслевыми экспертами как утрата примерно 5% бизнеса компании. При этом Wildberries контролирует почти половину всей непродуктовой торговли в стране. Таким образом, один или несколько дронов ценой в несколько десятков тысяч долларов одним ударом выбивают около 2% всей торговли в стране. Одним ударом можно выбить целые проценты в ключевой отрасли экономики. Несколькими ударами уже по этой математике выбили больше 10%. Такую цену современная экономика платит за свою эффективность. Почему мы ничего подобного не видели в предыдущих войнах? Потому что современному формату торговли всего несколько десятков лет. И все эти несколько десятков лет страны, которые такую торговлю вели, и страны, вступившие в большие войны у своих границ, были двумя непересекающимися множествами. Но оказалось, что то и другое одновременно делать невозможно. Либо у тебя современная потребительская экономика, сетевые магазины, доставки, такси 2 кликами, оплата телефоном, переводом лицом, часами, честным пионерским. Весь этот классный, дешевый, удобный мир 21 века,
либо военная агрессия и ответные бомбежки. Нужно выбрать. Когда все эти компании создавались, когда изобретали и копировали друг у друга технологии, никто в вероятные издержки не закладывал войну. Вообще никто из строителей современной российской экономики не мог даже предположить, что страна окажется под ударом. На этом месте стоит вернуться в 2022. Сейчас вернемся, сначала реклама. Если вы планируете поехать за границу этим летом, стоит подготовиться заранее и на всякий случай завести себе карту-другую иностранного банка. Причем такие, чтобы пополнять можно было прямо с российских карт и выводить обратно. Однако стоит быть внимательным. Сейчас появилось немало мошенников, предлагающих открыть зарубежную карту, и среди них есть и клоны уже известных и надежных компаний. Поэтому используйте верные ссылки и выбирайте проверенный сервис. Например, сервис MasterCard Bridge. Его основал мой зритель Данила еще в 2022 году. Он работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступней, а сроки открытия от 1 дня. Кроме того, Данила дает гарантии. Вы либо получите карту, либо вам вернут деньги в полном объеме. Ситуации бывают разные, да и законы другой страны могут резко измениться, поэтому такая гарантия будет не лишней. Данила открывает карты уже больше 4 лет. Он знает об этом все и до нюансов. Вы можете написать ему напрямую, и он абсолютно бесплатно разберет конкретно вашу ситуацию, подскажет решение и направит. А карта пригодится вам не только в поездке при бронировании отелей, авиабилетов и оплате покупок. Вы также сможете оплачивать зарубежные сервисы – Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT. Сможете пользоваться Swift, подключить карты к Apple Pay или Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте, получая проценты. Кстати, если у вас есть уже карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Сейчас цены на открытие карты выгоднее, чем когда-либо. Однако и возможностей с каждым месяцем становится все меньше. Поэтому лучше не тянуть. В описании к ролику у меня стоит оригинальная ссылка на сервис MasterCard Bridge. По промокоду MaximKatz скидка в 30%. Спасибо, что смотрите рекламу. Это позволяет нам делать канал так, как мы хотим, оставаться независимыми. Продолжим. Мы говорили, что никто из строителей современной российской экономики не мог даже предположить, что страна окажется под ударом. На этом месте давайте вернемся в 2022 год. В начале войны было много прогнозов, как война повлияет на нашу страну. Над этими прогнозами потом многие иронизировали, ведь предполагаемый апокалипсис вроде как не случился. Но вот что характерно. Алармистские прогнозы обещали самый разнообразный экономический пиздец. Да ладно, давай. Ну вот что характерно. Алармистские прогнозы обещали самый разнообразный экономический ущерб России от войны. Последствия санкций, ухода иностранных компаний, изоляция от рынка капиталов. Учитывался даже отъезд значительной части самого экономически активного населения. Но никто ни в каких прогнозах не предполагал, что Россия от войны начнет получать чисто военный ущерб. Даже когда случилось контрнаступление Украины в Харьковской области, разговоры шли только о перспективах отвоевывания Донбасса и в крайнем случае Крыма. Виделось, что война может прийти лишь на те украинские территории, которые Путин объявил своими, но никак не дальше. Регулярные прилеты по территории России вплоть до Западной Сибири, уничтожение десятков НПЗ, нефтебаз и терминалов, военных заводов, аэродромов и самолетов на них, логистических центров, практически по всей населенной территории России, такого развития событий никто не предполагал ни в начале войны, ни в самом ее разгаре. Войну на территории России полностью исключали не только строители современной экономики. Когда война уже вовсю шла, перспектива эта все равно казалась невероятной. Даже для тех, кто к России относился очень недоброжелательно и искренне желал ей всего плохого. Ничто в России, в ее экономике, в ее инфраструктуре не было заточено на войну на своей территории, потому что таковая просто не могла случиться. Разного рода мудилы пугали нас развалом России, но не было никого, кто напророчил бы топливный кризис в России из-за разрушения с воздуха НПЗ и нефтебаз. Ни один эксперт не предсказал ситуацию, когда Украина сможет систематически херачить до Уральских гор включительно, а иногда и сильно дальше. Всю дорогу Россия выглядела в высшей степени безопасной с точки зрения войны,
Потому что такой и была. Россия — это вам не Израиль, чью территорию приличный футболист мячиком перебросит. При этом Израиль всю свою историю окружен недружественными государствами. На самом деле недружественными, не такими, как у Путина. У России же, ввиду ее масштабов и географического положения, просто не было естественных врагов. Запроектировать в израильском доме бомбоубежище – многолетний стандарт наряду с вентиляцией и канализацией. А в России, если кто-то под своим домом бункер зафигачит, то пассажир такого лучше избегать по жизни. У него явно что-то с головой не в порядке. Никто не строил в России бизнес с учетом войны и угроз с неба, потому что считали, война в Россию придет не раньше, чем Беларусь станет экспортером нефти. Никто не готовился к войне в России по той же причине, почему в Сиднее не готовятся к снегопадам. Россия – страна самой большой в мире и в значительной своей части непроходимой территории. 7-я в мире по населению, с ядерным оружием. Нужно быть абсолютным безумцем, чтобы на нас напасть. В любой части света есть свой перечень более или менее вероятных угроз. Исходя из них строят дома и исходя из них организуют бизнес. Если ваш склад стоит на восточном побережье США, то вы определенно имеете в виду риск, что его может снести очередным ураганом, и закладываете это в свою бизнес-модель. Если же склад стоит под Берлином, вы этого не делаете. Россия по естественным причинам страна к войне непригодная. Все в ней построено под мирную жизнь. Под то, что к востоку от Москвы никаких боевых действий не бывало с незапамятных времен. Россия уязвима к войне не потому, что кто-то несерьезно относился к рискам, а потому что таких рисков вообще не должно было появиться. Россия не должна была стать полем битвы. И не стала бы, если бы один херов геополитик не пошел бы против природы нашей страны. Страны в высшей степени пригодны для высокотехнологичного бизнеса. У нас, так уж исторически сложилось, людей с высшим образованием, инженерным причем образованием, столько, что только успеваю резюме перебирать. Нам кажется абсолютно естественным, что люди, сдавшие сопромат, работают продавцами-консультантами. Но в среднем по миру это и близко не так. Россия – страна, где потребители жадно бросаются на любые технологические новинки. Мы страна таких технооптимистов, каких по миру не очень-то водятся. Вайлдберрис и Озон зашли даже в глухие деревни. Пенсионерки открывают ПВЗ прямо в своих домах. Любая новая технология в наших широтах встречает живой энтузиазм потребителей. О каком европейские технологические компании могут только мечтать. Россия прям хочет быть одной большой Кремниевой долиной. Она очень хорошо под это приспособлена. До такой степени приспособлена, что государство с этим не может справиться. Каждый пенсионер устанавливает себе VPN, обходит любые блокировки, чтобы вернуть себе доступ к свободному интернету. Когда государство пытается эту свободу отобрать, из одного этого обстоятельства рождается еще один технологический рынок. Воевать же наша страна не может. У нас нет отбитой молодежи, которой нечем себя занять. Страна у нас очень возрастная. У нас нет идеи, нет идеологии, которая могла бы кого-то вдохновить на очевидно бессмысленный завоевательный поход. Вместо этого у нас есть современная технологичная экономика, которая целиком выстраивалась под интеграцию страны в международные рынки капитала, исключая вероятность падения взрывчатки на нашу территорию. Россия – тот самый гепард. Мы можем быть очень быстрыми, очень эффективными. Фиг кто нас обгонит. Но мы не можем ввязываться в драку и ломать себе ноги. Мы настолько же крутые, насколько хрупкие. До завтра.